Приехали наконец на фестиваль воздушных шаров. Как обычно, еле нашли парковку. Тут уже вертолеты летают. И первые шары уже в воздухе. Покажем вам подробнее, когда придем. Всем привет, с вами IG Daily. Может быть, конечно, громко. Мы приехали на 45-й фестиваль шаров в Швейцарии, в французских Альпах. Вот такая красота здесь происходит. Сейчас как раз поднимают шар очередной. Тот я уже снимал. Может, видео будет как-то или раньше, или позже. Вот, сначала они вентилятором накачивают таким небольшим. И потом вот она наклонилась, ихняя кибитка. И потом они ее дальше еще быстрее включают, сильнее вентилятором, дальше додувают. Сейчас, может, этот процесс дальше будет. Был расчет, наверное, на то, что будет снега здесь больше. Снега очень мало, только на этой площадке. И поэтому там, где парковка, и там, где люди ходят или стоят, конечно, просто невероятная грязь. Потому что не ожидаешь этого, конечно, в таком месте. В целом, конечно, очень круто. Сам фестиваль, организация желает быть лучшего, как всегда. С карточкой можно платить только на одной кассе, людей вон сколько можно увидеть. И поэтому немножко я уже понервничал. Приезжать надо, как всегда, очень рано утром. Потому что если рано утром вы не приедете, потом будет пробка даже на парковку. Вот уже этот большой друг взлетает. Сейчас, наверное, может какой-нибудь взлетит. Если взлетит, то какой-нибудь другой улетит. Подлетит. Еще был такой в виде дирижабля. Можно также покататься на вертолете. Стоит 50 франков. Ну, франк примерно столько же, сколько и евро. Вот уже один взлетает, видно, как он отрывается от земли. И полетел. Также тот белый сейчас тоже будет, наверное, взлетать. Ну, зрелище все это такое красивое, разноцветное, на самом деле непередаваемая красота. Очень прикольно. Этот человечек тоже уже скоро будет сейчас взлетать, но для начала им надо как-то этот красный подвинуть. Тот уже взлетел. Ну, в общем, а вот тут белый полетел. Там горелки стоят 2 штуки. Ими. Не знаю, как оно рулится, понятия не имею, если честно, никогда не летал. Полетать стоит 300 франков. Ну, почти 300 евро. Ну, удовольствие, конечно, не очень дешевое. И вон видно там огонь, прям как он горит. Чтобы еще выше подниматься.
немного с этого ракурса, чтобы все видели, как оно выглядит. Стою здесь наверху с краю на мостике на таком. В принципе, видно, да, все. Солнце светит, небо нереально голубое. Настроение уже хорошее. Такие дела. Здесь обратная сторона. Вон видно грязь, но здесь такие плиты положили, чтобы машины не застревали, хотя фургончик уже тут застрял. Вот. И со всех стран разных мира и так далее приезжают и привозят свои оборудование. И там у них лагерь где-то, наверное, где они стоят и ночуют, и потом катаются. Там люди тоже стоят, видите. Если, конечно, было бы снег здесь, было бы прилично все, поскольку снегу нету. Когда начинает подтаивать в обед, образуется нереальная грязь. Приятного мало. Ну, а в целом, конечно, очень красиво. Там еще вот люди стоят. Отошел немножко на другое место, чтобы посмотреть, как долго тут взлетает летчик. Еще не взлетел. Уже другие взлетели, даже некоторые. Вон красный полетел какой-то. А этот все никак. И вот они на таких приезжают с прицепами, и потом они разгружают их там и на таких санях двигают на это поле, вон даже видно там. Двигают на поле на таких санках, и потом это все разгружают и накачивают горячим воздухом, потом взлетают. А вон один шар подлетел, стилизованный под дирижабль. Тоже круто выглядит на самом деле. Но у него структура немножко другая, у него кабина другая. Он как параплан, что ли, или как они там называются. А вот он уже близко подлетел. И можно видеть его снизу, скажем так, как он выглядит. Говоришь, немножко по-другому сделан, как другие. В общем, видите, сначала они их расправляют, эти парашюты. И когда парашют расправлен, они начинают его поднадувать воздухом теплым, а потом уже горелкой. Вот, отсюда видно тоже еще получше. Здесь, конечно, уже грязь, но вот так и работаем. О, какая-то бутылочка. Тоже классный вид. А тут цены на еду. Вот тут уже такой гигантский большой шар летает. И дальше еще. Там уже надувают шары. Их должно быть сегодня больше 40, если не ошибаюсь. Так что идем поближе, посмотрим. И погода сегодня очень классная, солнечно. И некоторые сидят там на горе наверху и наблюдают оттуда. Вот так надуваются шары. Там их тянут за веревки.
неудобно, это много людей, и они сделали всего одну кассу, где можно платить карточкой. Хотя людей тут до 10 тысяч всего за 10 дней. Сейчас летают фигуры, шары разных форм. Вот такая девочка, бутылочка. Вход сюда в будние дни бесплатный, а вот на выходные взрослым 10 франков, а детям бесплатно. Вот. Но людей очень много. За эти 10 дней около 10 тысяч человек должны посетить фестиваль. Можно покататься на этих шарах тоже, полетать. Стоимость на одного человека 350 франков. Но очереди тоже очень большие. Мы хотели покататься на вертолете, здесь тоже можно, стоит 50 франков 5 минут, но там очень большая очередь и там очень грязно. Я так понимаю, обычно здесь снег и мороз, и сегодня плюс 5, но зато солнце очень классное. И поэтому снег только вот внизу, они специально наморозили там машинами такими. А в остальном на поле, конечно, такое месиво здесь. В основном это шары спонсоров или каких-то фирм. Вот серенький такой поднялся. Это Брайли. Там какой-то Витагаз. Сейчас посмотрим, когда будут взлетать. Уже в воздухе несколько шаров. А вертолетная площадка вот там слева. Так, тут у нас какие-то музыканты. Дети могут принести мягкую игрушку и покатать их на таких маленьких. Но очереди очень большие. Так, вот так приходится тащить коляску. Потому что по этому снегу иначе никак. И через поле мы идем к нашей парковке. Шагаем. Вот такой красавец. На нем тоже можно прокатиться. Еще что, наверное, вывод по мероприятию. Нам очень понравилось. Такое редко где увидишь, конечно, такие гигантские шары, все разных форм. И пейзажи такие шикарные, все эти горы, снег. Очень круто, но очень много людей. Это, во-первых. Во-вторых, организация не очень, как мне показалось, мало табличек. Ну, понятно, что они все, во-первых, на французском языке, но это ладно. Все равно непонятно, что, куда идти, где у них какая программа идет. Хотя мы посмотрели все на сайте заранее, во сколько что начинается. Но на самом деле почти очень мало что нашли из того, что мы хотели. Но как-то так. Ну и, конечно же, с маленьким ребенком это сложно, потому что он не хочет нигде в коляске сидеть. Он хочет ползать, у него сейчас такой возраст, когда ему хочется двигаться побольше, а так он постоянно на руках. Но и приезжать, конечно, нужно как можно раньше, чтобы быстрее найти парковку, чтобы утром было меньше людей, потому что, например, было очень много людей, всего одна касса, чтобы оплачивать карточкой, наличными еще плюс 2, допустим. Но для такого потока людей это все равно очень мало. Так, пока тащу коляску. Мы идем к парковке. Конечно, всегда лучше приезжать заранее, прям к открытию, чтобы успеть доехать, потому что, например, мы только приехали и припарковались, и уже дорогу после нас перекрыли, то есть надо искать какой-нибудь другой путь, где оставлять машину, куда ехать. Когда ты не знаешь места, это, конечно... Когда
когда ты здесь впервые, это достаточно сложно ориентироваться на месте самому. Вот. Вот туда приземлился вертолет. Не знаю, видно вам, нет? Где-то вот там он. Но, значит, вертолет нас будет ждать в следующий раз. Вот, на этой штуке тоже можно покататься. Очень быстро она летит, на самом деле. Я даже не ожидала. Гигантская. Ну, очень интересно это все. Классный опыт. Вот так красиво тут. Но, как я уже говорила, это все... О, какой гигантский. Со стороны выглядит все классно так. Вот мы сейчас идем по полю с ребенком на руках, который не хочет ехать в коляске. И коляску ты так просто не покатишь, ее приходится просто тащить по этому снегу. Еще раз вам покажем. Людей очень много, поэтому мы уже собираемся домой. Нам ехать больше 3 часов. Надеюсь, что ребенок поспит. Скрещиваем пальцы. Вот. Ну все, надеюсь, вам понравилось. Обязательно придумаем что-нибудь еще. Через месяц мы поедем в Сен-Морис на новое классное мероприятие. Покажем вам оттуда тоже обязательно что-нибудь. Вот. А пока всем пока.